Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала вот этот коврик. Значит, сразу расскажу его параметры. Вес коврика 150 грамм. В ширину 60 сантиметров. В высоту 44 сантиметра. Вязала из пряжи полипропилен. Вот, хозяюшка-рукодельница. Значит, в каждом мотке 50 грамм. И длина нити 190 метров. Значит, ну вы видите, какими цветами я вязала. Не буду рассказывать. Дальше что? Связан он вот этими полосами. Вот одна часть, вторая, третья, четвертая. Значит, если кому-то захочется плед связать этим узором, то вот эти части вязать дальше, потом эту часть дальше и дальше. После того, как я его связала, значит, вот у меня пеноплекс, который разграфлен на клеточки по 1 сантиметру. Я на нем все растягиваю. Значит, разложила, потом взяла, вот у меня иголки есть, булавки, и накалывала не только по периметру, но накалывала еще вот здесь, в общем, растягивала по максимуму. По всем линиям растягивала. Потом на него, на растянутый, положила еще такой же лист пеноплекса. Сверху поставила гнет. У меня гиря есть 34 килограмма, гантели. Вот. У кого нет таких приспособлений, можно ведра с водой поставить, набрать воду в ведро и поставить. И простоял у меня этот коврик в растянутом виде где-то дня 3, пока я занималась монтажом видео. После этого взяла строительный фен и вот смотрите, 1, 2, 3, вот на 3-е деление поставила. Больше ставить побоялась, потому что полипропилен мог расплавиться. Вот. Потом высох коврик. И ровную форму принял. Значит, ну, загибаться он всегда будет загибаться, потому что это все-таки лицевая гладь. Так, с изнаночной стороны я все хвосты запаяла зажигалкой. Вот. Припаиваются хорошо. Значит, осталось мне, вот, я покупала резину, пласты большие. Но это тоненькая, надо было потолще взять. И с обратной стороны пришиваю мононитью в нескольких местах. Кстати, мое упущение в том, что надо было узор вязать не такой разноцветный, а вот в 2 цветах. Мне кажется, в 2 цветах было бы более симпатично. Допустим, вот коричневый и цвет шампань. Здесь опять коричневый шампань, коричневый шампань, коричневый шампань, коричневый шампань, коричневый шампань. Вот тогда бы было намного интереснее. Ну, может быть, когда-нибудь еще свяжу такой же. Вот такой. А это я вязала тоже тунисским крючком прихватку. Тоже есть видео. Можете посмотреть.
При вязании этого коврика у меня возникла проблема. Какая? Значит, я записала вот эту часть раппорта. А когда эту часть вязала, то у меня камера не записывала. Распускать я не стала, чтобы заново связать. Я связала вот эту часть полностью, записала. И вот эта часть, третья уже, она точно такая же, как вот эта первая. И поэтому я после того, как вот эту часть связала, вот они одинаковые, я записывала вот эту. Она такая же, как эта. Поэтому не пугайтесь. Порядок сохранился, все идет по порядку. Вот. Первая часть. И потом идет вот эта вторая часть. Вот она. И дальше уже идет третья и четвертая. Надеюсь, все понятно. Тут ничего страшного нет. Так, для начала на дополнительную нить не очень туго нужно набрать не менее 34 петель. У нас раппорт будет 34 петли. Можно набрать 36 петель, 37, но чтобы было не менее 34. 1, 2, 3, 4, 5. Туго петли не затягивайте, потому что мы будем с вами заходить за протяжки. Так, набрала я 40 петель. В последнюю петлю ставлю маркер. И вот эту дополнительную нить не обрезаем, отставляем. Теперь от начала набора отсчитываем 34 петлю. Отсчитала вот здесь у меня 34, но я себя подстрахую и зайду в 35-ю. Поворачиваем наизнанку. И вот за эту перемычку берем и набираем. Вот цвет серебро у меня. Тридцать 34 столбика. 34 петли сначала. Значит, хвост оставьте побольше, чтобы он у вас не выскочил. И вот за эти протяжки набираем. Так, почему я набираю за протяжки? Потому что потом, когда мы будем убирать дополнительную нить, она легко распустится. Так, провязываем до конца ряда. У вас должно быть 34 петли. Это лицевой ряд. Теперь будем вязать изнаночный. Провязываем сначала одну петлю, то есть мы закрываем один тунисский столбик, изнаночный ряд вяжем. А теперь провязываем петлю и столбик, то есть мы закрываем следующий столбик. Провязываем 2 петли. И опять 2 петли. Это мы с вами вяжем изнаночный ряд. Вот так в тунисском вязании вяжется лицевой и изнаночный. И чем мне это нравится, что полотно не надо крутить на левую и на правую сторону. Так,
Вяжем до конца ряда. Заканчиваю ряд. Следующий, второй ряд вяжем. Вот за переднюю ножку берем. Значит, тут у низкого столбика две ножки, передняя и задняя. Вот это передняя, а задняя, вот она, вот с другой стороны, с левой стороны. Вот, значит, берем за переднюю ножку. И так набираем до конца ряда. Заканчиваю я второй ряд набирать петли. 32, 33. Последний столбик набираем. Вот за переднюю ножку берем и вот за заднюю ножку. Вот так. И в последующем все последние петли нужно набирать таким методом за обе ножки. И провязываем одну петлю, а потом по 2 петли. Я это все ранее показывала, просто на тот случай, если кто-то новенькие присоединились, чтобы им было все понятно. Так, довязываем до конца ряд. То есть мы с вами провяжем 2 ряда. И нужно провязать еще 2 ряда. То есть в общей сложности мы должны провязать 4 ряда. Так, заканчиваю я 4-й ряд. И последний столбик я провязываю другим цветом. Это цвет шампань. Теперь эту нитку, цвет шампань, откладываем. Серую пока тоже откладываем. Берем красный цвет и набираем красным цветом 21 петлю. 1, 2, 3. Тоже оставьте. 3 и так далее. Набрала я 21 красную петлю. И теперь присоединяем тоже стальной цвет. Просто я с этой стороны, где он у меня, вот он, не стала через все протягивать. Вот. Взяла еще один клубок и набираем оставшиеся 12 петель. Так, 11 и 12 за переднюю и за заднюю ножку, то есть за всю петлю. Так, ну теперь закрываем, то есть вяжем изнаночный ряд. Сначала одну петлю провязываем и далее по 2 петли. Так, закрыли последний столбик.
Теперь берем красный цвет, перекручиваем, провязываем вот так. И чтобы у нас клубки не перекручивались, перекрутим назад в обратном направлении. И далее закрываем красный цвет. Закончила я закрывать красным цветом. И вот здесь у нас цвет шампань. Вот он. Не перепутайте с серебром. Вот, цветом шампань последний столбик закрываем. Так, 6-й ряд. Шампань отставляем. Поднимаем серый цвет. И набираем 2 петли серым цветом. Серый отставляем. Красным цветом набираем 20 петель. Набрала я 20 петель красным цветом. Красный отставляем. И далее стальным цветом провязываем 11 петель. Десять. 11. Так, закрываем сначала стальной цвет. 1 петлю. Потом по 2. Так, дошли до красного. Красный поднимаем снизу. Вот так перекручиваем. Провязываем. И красный убираем назад. Все, и у вас клубки не будут перекручиваться. Все, закрываем красный, и здесь я вам покажу. Значит, закрыла я все красные. Дальше у нас 2 петли стального цвета. Как проверить? Вот, за нитку подергайте. Вот, это стальной. Значит, мы закрываем стальным. Вот так перекручиваем. Закрываем. И эту же нитку назад убираем в обратном направлении. Все, клубки не перекрутятся. Так, и вот у нас еще 1 петля, мы ее должны закрыть. Вот. А это у нас цвета шампань. Значит, мы тоже цвет шампань вот так под низ перекрутили, закрыли и убрали назад.
Седьмой ряд. Цвет шампань оставляем. 1. Берем стальной цвет и набираем 3 петли. Так, я решила набирать петли сверху. Почему? Я хочу проверить, будет ли нитка перекручиваться в клубке или нет. 2, 3. Ну, как мы амигуруми вяжем, вот, я решила сверху брать. Отставляем и красным набираем 19 петель. Два, 3. Набрала я 19 красным. И далее 11 стальным цветом. То есть до конца ряда. Так, довязываем ряд до конца. Потом закрываем. И вот здесь я вам еще раз покажу, как перекрутить нитки, чтобы клубки не запутались. Так, закрыла я все остальным цветом. Подошла к красному. Красный снизу беру. Закрываем столбик. И красный убираем опять вниз. Закончила красным закрывать. Беру стальную нитку. Тоже снизу. Закрываю один столбик. И эту же нитку опять вниз. Так, у нас 3 столбика стальным цветом. Вот один мы закрыли. Это второй и третий. А этот последний цвета шампань. Значит, мы поднимаем цвет шампань снизу. Закрываем. И опять убираем вниз. Так, цвета шампань нужно набрать еще одну петлю. Набрали. И эту нитку убираем в сторону. Далее стальным цветом 4 петли. И отставляем. Красным цветом 18 петель. Так, 18 красным набрала. И 10 стальным цветом.
Так, и теперь закрываем ряд до конца. Не забываем, что здесь в конце ряда 2 петли цвета шампань и 4 петли стального цвета. Они разные. Вот, вы можете потянуть за ниточку и проверить, какой где цвет. Все. Дальше самостоятельно закрываем ряд. Так, закончили мы с вами 8 ряд. Теперь что нужно сделать? Вот видите, закручивается полотно. Значит, вот так загните. Даже когда простыми нитками, простой пряжей вяжете, тоже полотно будет загибаться. Это все-таки лицевая гладь, никуда не деться от нее, она будет заворачиваться. Берете шпильку, так, и шпилькой закалываете. Значит, закалывайте настолько шпилек, насколько вам нужно. И дальше уже будем продолжать вязать. И здесь не будет вас беспокоить. Может, немножко еще и выровняется. Так, 9 ряд вяжем. 3 петли цвета шампань. 1, 2, 3. Откладываем. Поднимаем серый, стальной. 5 петель стального цвета. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Откладываем. 16 красным. 1, набрала 16 красным. И 10 стальным. До конца ряда. Так, заканчиваем ряд и вяжем изнаночный. И опять напоминаю, не забывайте, что у вас здесь разный цвет, если вы вяжете так же, как я. 10 ряд. 3 петли цвета шампань. 2, 3. 6 петель стального цвета. 5, 6. Отставляем. 16 петель красного цвета. 15, 16 и 9 петель, то есть до конца ряда стальным цветом. Довязываем ряд, закрываем. 11 ряд. 4 петли цвета шампань. 1, 2, 3, 4. Отставляем нитку. Серым цветом 7 петель.
5, 6, 7. 14 красным цветом. 13, 14 и 9 петель стального цвета. Значит, довязываем до конца и закрываем ряд. 12 ряд, 4 петли цвета шампань. Четыре. Откладываем. 9 петель стального цвета. Восемь, 9. 13 красным. 12, 13 и 8 петель стального цвета. Довязываем до конца и закрываем. 13 ряд. 5 цвета шампань. Отставляем. 9 серым цветом. Девять. 12 красным цветом. 12 и 8 стального цвета. И теперь закрываем 14 ряд. 5 петель цвета шампань. Пять. 11 стальным цветом. 11. 11 красным цветом. 12
11. 7 стального цвета. 15 ряд. 6 петель цвета шампань. 6. 11 стального цвета. 11. 11 красным цветом. 11. 6 стального цвета. 16 ряд. 6 петель цвета шампань. 6. 13 петель стального цвета. 13. 9 красным. 9. 6 стального цвета. 17 ряд. 7 петель цвета шампань. 1, 7. 14 стального цвета. 14. 8 красным. 8. И 5 стального цвета. 18 ряд. 7 петель цвета шампань. 1,
7. 15 стального цвета. 15. 7 красных. 7. 5 стального цвета. 19 ряд. 8 петель цвета шампань. 1, 8. 16 стального цвета. 16. 6 красным. 6. И 4 стальным цветом. 'Закрываем. 20 ряд. 8 петель цвета шампань. 1, 8. 17 стального цвета. 17. 5 красным. 5. 4 стальным цветом. 4. Закрываем. 21 ряд. 9 цвета шампань. 1, 9. 18 петель стальным цветом.
17, 18. Четыре красным цветом. Четыре. И три стальным цветом. Три. Закрываем. 22 ряд. 9 петель цвета шампань. 1, 9. 20 петель стального цвета. 19, 20. 2 петли красным цветом. 3 петли стальным. 'Закрываем. 23 ряд. 10 петель цвета шампань. 1, 10. 20 петель стального цвета. 20. 2 петли красным цветом. 2 петли стального цвета. 'Закрываем. 24 ряд. 11 петель цвета шампань. 1, 11. 20 петель стального цвета.
20. 1 петля красного цвета. 2 петли стального цвета. 'Закрываем.